Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре легендарный покемон из фракции Молнии по типу Неустрашимый под именем Ивелиос. Кстати, вы все еще кричите: «Та за шо? Я не могу пополнить баланс в любимой игре или Steam?» Это уже в прошлом, ведь есть Донатов.нет. Пополнение самых популярных платформ, подписки на сервис. А если вы ценитель искусства и предпочитаете мобильный гейминг, то на сайте предоставлено множество популярных игр, в которых ты можешь задонатить напрямую, притом дешевле, чем в самой игре. Забудь про передачу аккаунта, ведь все пополнения только по ID. К тому же, при регистрации по моей ссылке ты получишь купон на скидку в 5% на первую покупку. Донатить в игры снова просто, ведь с Донатов.нет донат есть. Ссылочка в описании. Для начала пробежимся по его скиллам, чтобы понять, собственно, как его правильно одевать, что он из себя представляет. Начнем с ульты. Выпускает мощную стрелу, нанося 400% урона. Казалось бы, коэффициент очень маленький, но есть одно но. Ниже все-таки написано, что урон игнорирует 100% защиты цели. Да, то есть неважно, сколько у противника защиты, будь там Гариус 10 тысяч защиты, ему это все не важно. Он бьет напрямую, игнорируя всю защиту, поэтому цифры показывают просто колоссальные, если его использовать как соло-ДД в одну цель. Второй его навык наносит 200% урона молнии врагам в действии. Также дает усиление скорости атаки всем неустрашимым, да? То есть мы должны прекрасно понимать, он бафает как себя, точно так же бафает и всех неустрашимых союзников на скорость атаки. Увеличивает скорость атаки на 50% на 5 секунд. Довольно неплохой скилл, при том, что это небольшая ауешка, но и урон нормальный. Ну и самая его главная фишка, наверное, самый его пунктик, ради чего он вообще используется почти всеми, почти во всех топ-паках неустрашимостью на КБ его используют. Это его, собственно, пассивный навык. Когда союзник использует простую атаку, герой может с шансом 10% провести дополнительную атаку, да, наносящую 75% атаки. Но стоит не забывать, что дополнительного урона молнии, это я чуть-чуть позже вам объясню, почему именно дополнительный урон молнии. Собственно, для неустрашимых. Герой шанса срабатывает эффектов вдвое выше, да, то есть если в команде есть неустрашимые, то этот эффект используется в 2 раза чаще. При том, что можно еще, вложив всего 3 свитка в него, можно получить шанс в 20%, а для неустрашимых все 40%, да, то есть если вы его используете в неустрашимых, обязательно ему, это я попозже вам объясню, обязательно использовать ему свитки нужно будет. Итак, собственно, у нас есть два варианта развития данного героя. Первый — это когда он использует исключительно как ДД в соло-цель. Такой Ивелиос играет без неустрашимых. Подходит идеально в начале игры, чтобы зачищать данжи в роли ДД и, собственно, немного на арену, чтобы убивать непробиваемых танков. В таком случае делаем ему упор на атаку, крит шанс и крит урон. Желательно собирать две части сета. Сета желательно 2 части палача, ну и 2 части азартного игрока или платинового рыцаря, чтобы получить максимальный профит урона, атаки, крит шанса и крит урона. В таком случае шлем мы ищем желательно в допах, чтобы был крит атака, крит урон и, собственно, атака процент. С оружием аналогично, видите, в допах желательно стараемся искать крит удар, крит урон и атаку процент. Пузо же, наш нагрудник, обязательно основным параметром мы ищем атаку процент, и уже в дополнительных статах мы ищем крит урон, крит шанс, желательно еще просвещение, либо просто атаку. Перчаточки обязательно на крит урона. Если вам все-таки получается развить крит шанс довольно неплохой, то обязательном порядке крит урон. И чтобы в допах точно так же было обязательно крит удар, атака процент, желательно еще просвещенность. Ну и, собственно, на этом все. Позитивная руна в обязательном порядке — это крит урон с допами на атаку процент, крит удар желательно. Чем больше проков будет в данные, так скажем, статы, чем проще вам будет собрать крит удар, крит урон, из-за чего цифры урона будут намного больше. Но и негативную руну обязательно, желательно к атаку плоским. Ну, основным параметром атаку, в допах все так же ищем крит удар, крит урон. Поскольку вот с помощью моих сетов я не смог ему собрать нормальное количество крит шанса, но собрал хороший крит урон, я ему все-таки одел еще шкатулку.
Из артефактов хорошо подойдет к нему, собственно, глаз гиганта, если с критами все окей, не так, как у меня. Если у вас хороший крит шанс, хороший крит урон, можем добавить ему еще глаз гиганта, урон с ульты будет еще колоссальнее, еще сильнее. Также еще может шикарно подойти подкова. Собственно, если у вас аналогичная ситуация, только наоборот, вы собрали очень много крит шанса, но не хватает крит урона, можете одевать на него подкову, это повысит ваш крит урон, и, собственно, все будет прекрасно. Или же, если у вас такая же ситуация, как у меня, не хватает крит шанса, я, собственно, использую на нем шкатулку. В целом, с помощью шкатулки я доролил ему нужный крит шанс. В целом, вот мой Ивелиус сейчас выглядит более-менее средним, нормальный уплотненный герой с хорошим крит-шансом, с хорошим крит-уроном и, собственно, хорошей атакой. Такой Ивелиус, повторюсь, подойдет в начале игры, чтобы данжи закрывать, соло ДД, на арену неплохо. В целом, довольно неплохой, имеет место быть, грубо говоря. Второй вариант, более правильный, это использование Ивелиуса в команде минимум с двумя неустрашимых, так как он очень сильно бафнет их урон за счет своей пассивки. В таком случае обязательно влить 3 свитка в его пассивный навык, чтобы увеличивать шанс прока и, собственно, урон. Обязательно 3 свитка нужно попасть в его пассивный навык. Пассивка очень сильно зависит от просвещенности и атаки, поэтому одеваем его следующим образом. Сет из 3 частей азартного игрока или в редком случае платинового рыцаря. Шлем с основным параметром ОЗ другой не может быть. В допах обязательно стараемся искать как можно больше атаки процент, атаки плоской и, собственно, просвещенности. С оружием аналогично. Основной стат мы изменить не можем, но тогда в допах ищем обязательно как можно больше атаки процент и, собственно, просвещенности. Тело, тушка наша обязательно должна быть на просвещенность и с допами на атаку процент. У меня очень плохая тушка, проки вообще ушли не туда, нужно будет обязательно менять, но я думаю, что у вас обязательно все будет получше. Основной параметр просвещенность, в допах ищем атаку процент. И перчатки аналогично, но не аналогично, да. Перчатки обязательно атака процент и в допах, собственно, просвещенность. Также еще можно, не знаю, там немножко хп, немножко защиты, чтобы он все-таки был немножко плотный. Из позитивной руны обязательно мы ему используем основной параметр, это просвещенность, в допах ищем атаку процент. Это самые главные параметры, но еще не стоит не забывать, что очень хорошо ему еще подходит в дополнительных статах, именно в рунах, это скорость атаки. Чем больше скорости атаки, чем больше будет прокать его пассивка, собственно, больше урона. Ну и, собственно, негативная руна. Основной параметр это атака плоская. В допах ищем просвещенность и, как можете увидеть, скорость атаки. 12% довольно неплохой камушек для него. Единственное, хотелось бы немножко больше просвещенности. Из артефактов шикарно подойдет Ноготь Гарпии, так как он увеличивает урон пассивного навыка владельца, ну и основными параметрами дает очень много атаки. Если нету когтя Гарпии, еще более-менее хорошо подойдет Злодейская Чернильница, да, потому что такой Ивелиус у нас обычно не критует. Нам главное, чтобы у него было как можно больше атаки. Ну и, собственно, чем больше будет атаки, чем больше будет бафать урон. Такой Ивелиус идеально подходит для КБ. Почти, наверное, все топы нашего сервера используют такого КБ, чтобы наносить колоссальный урон. Если все правильно сделать, хорошо его одеть, то в моменте он даже может передамаживать топовых ДД просто за счет своей пассивки, да. ДДшки бьют, наносят урон, а он пассивкой просто настреливает и повышает свой урон максимально, как можно больше. Собственно, на этом такой небольшой короткий гайд. Если будут еще вопросы, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Также у нас есть ссылочка на телеграм-канал. Там мы общаемся с нашими подписчиками. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Вам хорошего дня, отличного настроения. Всем пока-пока.